Итак, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, всем добрый вечер. Меня зовут Андрей Чередников, я работаю на смарт-бизнесе, являюсь консультантом X, и мы сегодня будем говорить об особенностях учета векселей Dynamics EX 2012 R3. Какие причины возникновения этой темы? Первое. Значит, сейчас мы принимаем участие в проекте, именно в проекте украинском, и возникла необходимость решать вопросы именно по учету векселей в рамках украинского законодательства. И как следствие из этого, естественно, необходимо проанализировать возможность применения стандартного функционала в дальнейшем для внедрения на проектах. Значит так, каким образом я построю свое выступление? Для того, чтобы стало понятно всем, что такое векселя и какой учет, я расскажу термины и понятия по этому виду учета. И далее покажу на примерах в системе Axapta, каким образом ведется данный вид учета. Значит, перед вами схема видов и подвидов векселей. То есть у нас векселя, они разделяются как простой вексель, переводной вексель, так называемая трата. В то же время простой вексель, переводной вексель, они могут быть как товарными, финансовыми, дружескими и бронзовыми. Дружеские и бронзовые векселя, как правило, не используются в учете, но подразумевается законодательством. Дальше мы об этом еще поговорим. Значит, что такое вексель? Это долговая ценная бумага, письменное обязательство строго определенной формы. Значит, это ценная бумага унифицированная, то есть имеет определенную структуру, определенные реквизиты, покупается в коммерческом банке. Вы видите, какие реквизиты имеет вексель. Основные реквизиты, если они будут не заполнены, то этот вексель, он будет недействительным. Это название это у нас переводной простой вексель, место осуществления платежа, дата и место выдачи векселя, валюта и сумма. Векселедатель, векселедержатель, я для простоты буду называть как должник и кредитор. То есть тот, кто предоставляет вексель, это у нас должник, а тот, кто предоставляет кредит, это кредитор, то есть как бы предоставляет отсрочку платежа. Значит, проще говоря, это как бы долговая расписка. Значит, если мы вернемся в историю, то само понятие вексель, то есть сам вексель, он имеет, скажем так, очень старую, это является очень старым финансовым инструментом. То есть есть такие прототипы векселя, которые были использованы еще в Древней Греции и позаимствованы в Древнем Риме. Дальше, в 8 веке в Китае были использованы такие же ценные бумаги, которые являлись как бы... Для чего они использовались? Они использовались для того, чтобы можно было на длительное расстояние перевозить какую-то сумму денег. Значит, понятие вексель появилось в 13 веке в Италии, и на уровне ценных бумаг, такие как аваль, индосамент, имеет итальянское происхождение. И далее из-за того, что они очень широко применялись, получили свое развитие в Европе. Значит, сначала это была долговая расписка, далее векселя применялись в валютных операциях, то есть какой-то меняло, он работает с клиентом, получает от него деньги и дает ему долговую расписку, чтобы он получил платеж в другом месте. Это в принципе из истории. Далее, какие характеристики? Я буду рассказывать именно по той схеме, то есть у нас есть векселя, у нас есть виды векселей и подвиды векселей. То есть простой вексель, то есть, как видно из схемы,
есть у нас должник, есть кредитор. То есть простой пример приведу. Меня, допустим, спрашивали, вексель звучит красиво, но непонятно. То есть я приведу простой пример. Вот, например, я там работаю, хочу купить, вот у Евгения, например, я хочу купить какой-то товар. Он мне продает этот товар, у меня нет денег. Я пишу долговую расписку, что до такого-то времени я заплачу эти деньги. Значит, это как бы получается схема простого векселя. Есть у нас должник, есть кредитор. Кредитор отгружает товары, оказывает услуги, кредитует денежные средства. Должник предоставляет ему вексель. В конечном итоге как бы должник расплачивается. Какие основные характеристики? То есть должник без всяких условий должен заплатить кредитору указанную сумму. Значит, отличие простого векселя от переводного векселя. В простом векселе в этой схеме не требуется процедура акцепта. Что это такое, я расскажу дальше, когда буду рассказывать про переводные вексли. Значит, если, допустим, должник отказывается платить, есть законодательная процедура протеста. То есть кредитор нотариально на законодательном уровне протестует, чтобы ему заплатили эти деньги. И всегда в схеме простого векселя есть только два участника. Это тот, кто должен, и кому должны. Такая простая схема. Далее, переводной вексель здесь немножко посложнее. То есть, какие основные характеристики? То есть, долговое обязательство может перемещаться с одного лица на другое. То есть, оформитель векселя, тот, который выписывает вексель, он может быть как кредитором, так и должником для другого лица. Ну, то есть, как бы три стороны принимают участие, как мы видим из схемы. Например, предприятие А отгружает товар предприятию Б. Для того, чтобы купить этот товар, он обращается в банк. В банк для того, чтобы банк ему выдал деньги в кредит. То есть в этом случае у нас предприятие А, или еще называется трассант, он получает эти деньги в кредит, он является должником для банка. Когда он отгружает товар, предприятие Б, трассат, становится должником для предприятия А. В этом случае предприятие А выдает вексель банку, ремитенту, банк отдает предприятию Б для акцепта. То есть, когда предприятие Б подписывает этот вексель, он его акцептует, идет процедура акцепта. В этом случае он берет на себя право расчета с банком вместо предприятия А. То есть он, как из схемы видно, должен вернуть деньги банку за предприятие А. Так. Значит, ну и опять же процедура протеста. Если, допустим, предприятие не выплачивает, не гасит долг, то в этом случае трассант уже на законодательном уровне как бы протестует. И подвиды векселей. Товарный вексель, финансовый вексель. Ну, опять же, товарный вексель. В основном, это опять же ценная бумага. В основном применяется для того, чтобы вести взаимоотношения по продаже товара, по оказанию услуг. То есть в этом случае, чем характеризуется эта ценная бумага? В этом векселе, в этом случае, указывается дата. Конкретная дата, когда плательщик должен погасить свой долг. Финансовый вексель, когда кредит берется. Тоже ценная бумага, но в этом случае дата не ставится. В этом случае по предъявлению кредитора должник должен заплатить деньги. Дружеский вексель, это как бы еще старая схема, инвестор выдает деньги какому-нибудь предприятию, которое имеет финансовые проблемы, с надеждой, что это предприятие в конечном итоге вернет ему деньги. Ну, то есть инвестирует деньги в какое-то проблемное предприятие. Бронзовый вексель, такое абстрактное понятие.
Чаще всего он выписывается на несуществующего человека, есть махинации для того, чтобы использовать эту схему. Поэтому два последних дружеских бронзовых векселя, они не используются в жизни, получается. Ну и вернемся в нашу бухгалтерию. Поскольку документооборот подразумевает формирование проводок, естественно, есть счета учета, которые отвечают именно за ведение вексельного учета. Значит, на что я хотел бы обратить внимание. Долгосрочные и краткосрочные векселя. То есть, как бы счета разделяются на полученные и выданные. Ну, понятно, да, либо со стороны клиента, либо со стороны поставщика. Долгосрочный и краткосрочный срок определяется по сроку, это понятие. То есть, если вексель выдается до года, является краткосрочным. Если свыше года, то долгосрочным. И также есть счета учета, ну, в принципе, для получения инвестиционного дохода. Долгосрочные финансовые инвестиции и краткосрочные. Значит так. На примере я сейчас буду показывать именно документооборот по краткосрочным векселям, то есть как со стороны клиента, так и со стороны поставщика. Значит, какие виды операций в этом случае используются для того, чтобы вести учет по выданным векселям? Ну, как я уже говорил, есть какой-то у меня поставщик, он мне продает какой-то товар. В этом случае у нас формируется поступление товара на склад, именно ко мне. У меня нет денег, я формирую простой вексель и отдаю его поставщику. Далее поставщик предъявляет его к оплате. Предъявление к оплате, ну, это та дата, когда я должен вернуть ему деньги. Далее я сопоставляю простые векселя. Вот эта операция, она что делает? Она именно уже фиксирует факт оплаты поставщику и погашения задолженности. Значит, на системе я сейчас это покажу. Но для того, чтобы отразить документооборот по вексельному учету, необходимо сделать кое-какие настройки. Значит, Axapta у нас любит настройки, поэтому последовательно я покажу, каким образом это делается. Я много времени не займу. Значит так, первое. Настройка профилей разноски поставщиков для простых векселей. Настраиваем профиля для того, чтобы для проведения документов в журналах. Сейчас покажу, как это делается. Значит, остановлюсь немножко еще по видам операций. Значит, все операции с простыми векселями у нас делаются в модуле расчета с поставщиками. Значит, поступление товара делается через заказы на покупку, и в дальнейшем формируется накладная на поступление для того, чтобы сформировались движения по этому документу. А все операции с простыми векселями у нас делаются через функционал «Простые векселя». В этом функционале у нас есть журналы, через которые мы будем оформлять все эти виды операций. Итак, настройка. Первое, что мы делаем. Что ж такое? Значит, профили разноски по поставщикам. Я уже их создал, поэтому заново создавать не буду. Значит, профили разноски для каждого журнала, и в дальнейшем мы будем в параметрах поставщиков указывать их в соответствующих настройках. То есть определили, ну, у меня тут есть поставщик тестовый для того, чтобы реально продемонстрировать, как эта схема работает. То есть определили для журнала простых векселей код счета таблицы и указал этого поставщика, с которым мы будем работать, чтобы упростить. Далее, суммарный счет 621. Значит, 621 это учет выданных векселей, как я уже говорил.
Значит, какая в этом случае схема проводок получается? Наверное, все знают, какие проводки делаются при поступлении товара. В этом случае нас интересует 631 счет взаиморасчеты с поставщиками, а 621 его просто перекрывает. Я это сейчас покажу. 621, обратите внимание, во всех профилях разноски он указан как суммарный счет. Почему так? 621 может как дебетовать, так и по дебету проходить, так и по кредиту. Но мы указываем в определенных настройках, какие профиля разноски мы используем. И в зависимости от этого при разноске документа 621 счет попадает туда, куда надо. Либо по дебету, либо по кредиту. Значит, настроили профиль разноски. Далее. Идем параметры модуля расчета с поставщиками. Меню «Главная книга» и «Налог». И здесь есть группа «Простые векселя». И эти профили разноски, которые мы настроили, просто по смыслу для простых векселей, для предъявления простых векселей, мы их ставим. Предъявление накладной к оплате. Далее. Номерные серии. Для кода векселя мы ставим код номерной серии. Этого достаточно для того, чтобы закончить работу именно с параметрами модуля расчета с поставщиками. Следующий момент. Идем в главную книгу. Журналы, наименование журналов. Ну, естественно, нам необходимо создать наименование журнала для того, чтобы мы могли в журналах по учету простых векселей его выбирать и создавать именно документооборот и с возможностью проведения. На что здесь можно обратить внимание? Каких-то определенных настроек, там, очень сложных, нет. То есть для каждого журнала, который находится для векселей в модуле расчета с поставщиками, я создаю свое наименование журнала. То есть я их тут создал. То есть там у нас получается 4 журнала и 4 наименования. Значит, на что нужно обратить внимание? Это на тип журнала. Выписка простого векселя на поставщика. Банковский перевод клиента, перевыписка простого векселя на поставщика и сопоставление простого векселя поставщика. Это основные такие глобальные настройки для того, чтобы можно было вести учет по векселям. Далее, локальные настройки, небольшие. Определяем способ оплаты. Идем опять с расчета с поставщиками. Способ оплаты у нас делается именно для учета по векселям отдельно. Я его уже создал. Значит, тип платежа указываем простой вексель. Еще стоит обратить внимание на формат определения, на формат предъявления к оплате. То есть здесь мы как бы определяем формат файла. Ну, то есть мы должны предъявить вексель к оплате, вернее, нам его предъявляет, и сохраняет в определенный файл. Все. То есть, если мы как бы этот шаблон используем, у нас получилась законченная операция предъявления к оплате. Ну, в принципе, больше других настроек здесь нет. И последняя настройка. Я создал здесь поставщика. Угу. Когда мы определили способ оплаты для векселя, мы его просто указываем в группе платежи для этого поставщика. Способ оплаты, простой вексель, мы его указали. Значит, собственно, это все настройки, можно приступать к формированию документа оборота. Итак,
Первое, что товар поступил ко мне на склад. Идем в модуль расчета с поставщиками. Формируем заказ. Выбираем этого поставщика. И добавляем товар. Ну, я также создал отдельный товар для того, чтобы можно было посмотреть, каким образом формируются документы. Вагоны. Ну, сделаем количество такое допустимое, состав поезда, там 11 вагонов. По цене 200 гривен. Далее. Формируем накладную. Идем в пункт меню накладная, создаем накладную. Так, накладную мы создали. Ну, сейчас, одну секунду. Для того, чтобы создать накладную, нам необходимо подтвердить заказ. Заказ подтвердили, формируем накладную. Пункт меню накладная, накладная. Разносим накладную. Ну, у нас не введен номер накладной, получается. И дата накладной. Уже используется. Теперь можем разнести. Посмотрим проводки, что у нас получилось. Итак, что у нас получилось? 281, 631. НДС я не выделял. То есть по дебету товар поступил на склад и образовалась задолженность перед поставщиком. То есть как раз то, что нам надо. Нам необходимо с помощью векселя перекрыть эту задолженность и пустить вексель на другой счет, на 621. Расчеты с поставщиками. Журнал выписки простых векселей. Формируем. Идем в строки. Выбираем поставщика в счет. И функция сопоставления. В этом случае сопоставляем с той накладной, которую мы сформировали. Ставим пометку, галочку. Закрыть. Ну, можем как бы вручную ввести для этого поставщика сумму. Далее. Разносим. Таким образом, мы закрыли, у нас 631 счет пошел по дебету, 621 по кредиту. 631 счет у нас закрылся, 621 сформировался, мы выписали вексель. Естественно, мы можем проанализировать. Есть средство, которое позволяет анализировать статусы векселей. Значит, журнал, запрос называется «Статистика простых векселей». Находится тут же расчеты с поставщиками, запросы, простые векселя, статистика.
Ну, некоторое время надо, чтобы подумал. Значит, что мы здесь видим? Мы видим следующее. Есть определенные статусы. То есть, когда мы будем работать с векселем и выписывать документы на определенных стадиях, естественно, количество по статусам будет изменяться. В данном случае у нас есть выписанный вексель, он сюда приплюсовался 23. Далее, предъявление к оплате, у нас 0 стоит. Переходим к операции предъявления к оплате. То есть последовательность простая. Переходим в журнал предъявления к оплате, создаем, выбираем то название, которое мы указали, наименование журнала. Далее банковский счет выбираем, строки. Значит, процедура такая же. Необходимо сопоставить предъявленный вексель. Выбираем нашего поставщика, функции сопоставления. Вот он наш вексель. Далее, в этом немножко отличие идет. Нам необходимо сформировать файл предъявления к оплате. Значит, что в этом диалоге получается? Мы можем выбрать способ оплаты, тот, который мы сформировали, и указали формат файла предъявления к оплате. Либо можем указать, изменив настройку формат экспорта, указать непосредственно уже в этой настройке шаблон файла. Выберем способ оплаты. Файл сформировался. Значит, при предъявлении к оплате никаких движений не формируется по бухгалтерскому учету. Как бы и смысла нет. Разносим. Итак, факт предъявления к оплате мы зафиксировали. Можем проанализировать. Статистика простых векселей, запросы. Значит, у нас две операции было по предъявлению к оплате, и количество простых векселей, которые были предъявлены, добавилось на единицу. Далее, непосредственно сама оплата. Это делается через журнал сопоставления простых векселей. Создаем, указываем название, указываем банк, заполняем строки. И процедура сопоставления. Ставим пометку и проводим. Анализируем запросы, ваучер. Как мы видим, в этом случае 621 счет у нас закрывается 311 счетом. То есть что? Мы заплатили, погасили задолженность по векселю, заплатили деньги и закрыли 621 счет по бухгалтерскому счету. Все, векселя у нас уже нет. Значит, какая еще возможность в этом случае есть? Есть вариант перевыписки простых векселей. Что это означает? То есть, если мы есть процедура протеста, да? Мы, получается, выписали вексель, погасили этот вексель,
далее, вернее, не погасили, предъявили к оплате, мы не хотим платить, мы можем этот вексель перевыписать еще раз. То есть мы его перевыписываем, формируем проводки. И, в принципе, проводки от выписки простых векселей и перевыписки простых векселей, они отличаются чем? Формируется у нас, работа ведется только с оплаченными векселями. То есть мы его заново можем перевыписать. Формируется счет 311, и 311 задолженность закрывается, по 621 опять возникает задолженность. То есть у нас опять появился вексель. Процедура также она происходит, и, в принципе, можно даже показать. То есть у нас есть уже сопоставленный вексель, и мы его сопоставляем в этом случае, в случае перевыписки. Запросы ваучер. В этом случае мы видим, что проводка обратно идет, исходя по дебету 311, по кредиту в 621 счет. То есть 621 у нас уже не с нулевым остатком по векселю. Значит, все эти операции можно анализировать с помощью запроса. То есть запрос, простые векселя, статистика простых векселей. По статусу мы можем посмотреть именно количество векселей с разным статусом. Далее, переходим к выданным векселям. Значит, последовательность настройки и последовательность формирования документа оборота, она не очень отличается. Только в этом случае нам товар не приходит на склад, а мы продаем товар клиенту. Клиент нам выдает вексель, и далее мы его фиксируем. Значит, если мы идем на модуль расчета с клиентами, весь документооборот ведется в разделе журнала «Переводной вексель». Настройки. Опять идем. Профили разноски по клиентам в настройках. И единственная разница от профиля разноски с поставщиками, мы указываем, суммарный счет понятно, то есть 621 счет это у нас полученные векселя, 341 краткосрочные выданные векселя. И мы указываем закрытие счета как 311 счет, именно расчеты по банку. Далее. В параметрах модуля расчета с клиентами, точно так же на главная книга и налог мы указываем именно эти профили, которые мы занесли. Для переводного, опротестованного, предъявления к оплате, досрочное предъявление к оплате. Значит, в отличие от простого векселя, у нас есть журнал протеста переводных векселей. В украинском законодательстве именно в рамках протеста переводных векселей движение по бухгалтерским проводкам не осуществляется. Только движение при выписке, при предъявлении также не осуществляется. При сопоставлении мы закрываем этот вексель.
Настраиваем дальше журнал. После того, как мы заполнили параметры, настраиваем журнал. Значит, переводные векселя. Переводные векселя, именно наименование журналов также отличается по типу. То есть для каждого типа журнала есть, настраиваем свое наименование. Какие наименования настроены? Ну, в зависимости от типа, их тут у меня 5 штук. То есть опротестованный переводной вексель, это опять же я буду это наименование в журнале использовать. Перевыписанный вексель. Сопоставленный вексель, эти типы, они только различаются именно по типу журнала. Точно так же настраиваем способы оплаты, идем в модуль расчета с клиентами, настраиваем способ оплаты. Значит, во французском законодательстве тип платежа указывается как переводной вексель. Во всех остальных случаях тип платежа прочее. Точно так же мы указываем при предъявлении к оплате формат шаблона, формат предъявления к оплате. Ну, сохраняем. Далее, клиент. Для клиента. Все клиенты идем. Я создал клиента тут отдельного. Редактируем его. Значит, для платежей. В группе платежи мы указываем способ оплаты. Тот, который создали для этих векселей. Значит, алгоритм следующий. Какие здесь виды операций используются? Первое – это отгрузка. То есть мы продаем товар. Мы продаем товар. Вторая операция. Нам клиент выдает вексель, потому что ему нечем платить. Выдает долговую расписку. Далее. Существует процедура протеста. Существует процедура предъявления к оплате. То есть мы предъявляем клиенту, чтобы он погасил тот вексель, который он нам дал. И в конечном итоге как бы этот вексель гасится в бухгалтерском учете. И опять же существует процедура перевыписки переводных векселей. То есть в случае протеста мы можем, в случае положительного решения о протестовании векселя, мы можем его перевыписать. Отгрузим товар. Формируем заказ. Выбираем клиента. И выбираем опять эти вагоны. Да, что-то немножко подтормаживает. Так.
Небольшая техническая проблема. Ну, сейчас связь наладится. Значит, пока на словах. Смысл какой получается? Когда мы отгружаем товар, у нас формируются проводки по догрузке. То есть списывается себестоимость, возникают взаиморасчеты, то есть списывается с 281 взаиморасчеты, формируются проводки по взаиморасчетам 361 счет, ну и, естественно, там, если есть НДС, то формируются проводки. Значит, далее. У нас формировался 361 счет, это то, что нам нужно. Сейчас немножко начал быстрее. Угу. Сформировался 361, то, что нам нужно. Идем в журнал простых векселей, переводных векселей и формируем поступивший к нам вексель. Выписываем переводной вексель. Если необходимо, его перевыписываем, если прошла процедура протеста. Далее предъявляем к оплате переводной вексель. И в конечном итоге сопоставляем его для того, чтобы закрыть задолженность. Я заканчиваю уже. Значит, параметры учета мы посмотрели. Анализ учета переводных векселей. В этом случае также с помощью запросов статистика переводных векселей в зависимости от их статуса на каждом этапе можно посмотреть в запросе статистика переводных векселей. Ну, собственно, это вся информация, которую я хотел рассказать. Значит, по поводу литературы. Основную литературу, что касаемо методики учета в Аксапте, естественно, набрал на Течнете, посмотрел Карепина, много взял оттуда интересного. И по поводу методологии, то есть по поводу бухучета, по поводу провода, которые формируются, и операций к этим проводкам. Есть такие известные сайты Дебет-Кредит и Фактор. Оттуда всю информацию я брал. Вопросы? Вопрос такой, есть ли частичное сопоставление векселей, можно ли в одном заказе, допустим, частично рассчитаться векселем, частично там кинуть на задолженность основную? Да. То есть, когда мы сопоставляем с накладной вексель, то мы можем изменить сумму, по которой мы рассчитываемся. То есть, если, допустим, сумма накладной у нас на 1000 гривен, мы можем предъявить вексель либо в ту, либо в другую сторону, сопоставив с этой накладной и изменив сумму, например, на 500 гривен. Что-что? Остаток будет доступен для сопоставления. Да, именно так. И когда мы в дальнейшем сопоставляем, мы уже видим остаток в конечном итоге. Я ответил на вопрос? Спасибо. И еще, вопрос, Андрей. Да. и еще когда сопоставление это всегда ручная операция, да, автоматического нет сопоставления. Значит, есть в настройках, почему я показал ручную операцию, значит, вопрос звучал следующим образом. Сопоставление это ручная операция или можно автоматически это делать? Значит, какие возможности есть? Возможность есть в настройках, я не показал почему, потому что я хотел пройтись по всем этапам. Есть формировать автоматически, при формировании накладной уже платежи формировать по этим векселям. Есть такая возможность. Ну а в дальнейшем, если мы хотим сопоставить непосредственно накладную со всеми этапами учета векселей, то через сопоставление все это делается. Вот таким вот образом.
Еще вопросы будут? Спасибо большое, коллеги. Всё, У нас вопросов спасибо. нет. Спасибо большое, Андрей.